Всем привет! Вы на канале Power Device. Здесь мы прокачиваем наши Android телефоны. В этом видео поговорим о телефонах Xiaomi, Redmi и Poco, о их обновлениях и новых интересных фишках. К слову говоря, у меня здесь не просто так лежит телефон Redmi Note 10 Pro, он на MIUI 14, и данный ролик подойдет как для всех оболочек HyperOS, так и для MIUI 14. Так как я уже упомянул оболочку MIUI 14, с нее и начнем. Но все это будет подходить и на HyperOS. Действия одни и те же. Но даже забегая немного вперед, отмечу, что оболочка MIUI 14 в данном ролике немного выигрывает. Но в данном случае это относится именно к моим двум моделям этих телефонов. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. В первую очередь, думаю, стоит отметить, если на вашем телефоне Xiaomi, Redmi и Poco в магазине тем нету вот такой вкладки «Виджеты», то сейчас мы с вами ее установим. Да, на HyperOS я уже показывал, как поставить такую вкладку в магазине тем, но я также обнаружил, что с последними обновлениями данная вкладка появляется и на MIUI 14. Вот два последних обновления, которые для этого стоит установить. Отмечу, что все это подходит на оба телефона, как я уже сказал, для HyperOS и MIUI 14. Данные обновления, как всегда, загружу в свой телеграм-канал Power Device. Ссылка будет в описании. Не забывайте на него подписываться, чтобы не пропускать ничего интересного. Итак, мы скачали два этих свежих обновления, это лента виджетов и темы. Все это глобальные версии. Рекомендую сперва обновить ленту виджетов, а потом магазин тем. После этого можно удержать на магазине тем, зайти в его настройки, нажать «Очистить», очистить только кэш. Далее заходим в темы, и у вас как на MIUI 14, так и на HyperOS должна появиться новая вкладка «Виджеты». Они без проблем будут работать. Нажимаю «Добавить». Также отмечу, что на MIUI 14 после добавления какого-то виджета он может подгружаться какое-то время. Сейчас он у меня грузился почти 40 секунд. Стоит просто подождать. И конечно, как я сказал ранее, на HyperOS 1 или 2 эта вкладка уже давно появилась. Если у вас до сих пор ее нет, просто обновите данные приложения, как я это только что показал. На самом деле я считаю очень круто, что Xiaomi позволяют на MIUI 14, которая по сути уже не обслуживается, устанавливать такие функции. И почему я в начале ролика упомянул, что именно в этом видео MIUI 14 именно с этими телефонами у меня выигрывает. Прямо сейчас мы переходим ко второй части видео, оно также связано с этими обновлениями. Сейчас покажу, какую развлекательную фишку Xiaomi добавили как на MIUI 14, так и на HyperOS. В первую очередь зайдите в Play Market, в поиске пропишите Activity Launcher и установите это приложение, либо обновите его на последнюю версию. Далее заходим в него, ждем загрузку, нажимаем поиск, по-английски пишем PIT. Вот так. Шагаем назад, закрываем клавиатуру, нажимаем темы. У вас должны появиться вот такие вкладки. Это и есть скрытая настройка, которая появилась с данными обновлениями. Нажимаем Welcome Activity, запуск действия, пролистываем данное меню, нажимаем Начать. Я все это уже протестировал, как я сказал ранее, это работает и на MIUI 14, и на HyperOS. Нажимаем сюда. Дожидаемся загрузки. Если загрузка затянулась, нажмите назад и снова вернитесь в это меню. В общем, друзья, суть в том, что в этих обновлениях Xiaomi спрятали вот такое тамагочи. Этот кот будет расти, если за ним ухаживать. Здесь отображается его уровень, насколько регулярно вы его кормите и играете с ним. Нажимаем «Покормить». Теперь играем. При этом вот здесь левел будет повышаться, а сам котенок будет расти. Смотрите, если мы нажмем сюда, здесь есть пояснение. Теперь и важный момент. Здесь есть кнопка «Добавить виджет». На MIUI 14 я на нее нажимаю. У меня появляется такой виджет, один уже я добавлял, один можно удалить. Как только вы запустили игру вместе со мной, через этот виджет можно в нее попасть. Данный код становится вашим питомцем, и игра уже не закрывается. То есть, если даже вы удалите этот виджет, игра все равно будет продолжаться. В нее можно будет также зайти через Activity Launcher. Самое интересное, что если я зайду в погоду Xiaomi, у меня сейчас идет дождь,
И как вы видите, этот питомец достал зонд. Идем далее. Так почему я сказал, что MIUI 14 здесь выигрывает? Это телефон Redmi Note 13 Pro Plus на HyperOS 2. Смотрите, здесь также все без проблем работает, но если я нажимаю «Добавить виджет», то у меня происходит бесконечная загрузка виджета. На данном телефоне я ждал долгое время, но он так и не загрузился. Но данную фишку Tamagotchi также без проблем здесь можно использовать полноценно, только без виджета, если он у вас не загружается. Я удерживаю на приложении Activity Launcher, захожу в настройки, вкладка «Другие разрешения», ярлыки рабочего стола ставим всегда разрешать. Далее открываем приложение Activity Launcher, поиск, пишем также PIT, шагаем назад, открываем темы, только сейчас спускаемся в самый низ, находим вот такую вкладку, нажимаем на нее, создать ярлык. При этом на вашем последнем рабочем столе появится вот такой ярлык. Когда мы на него нажимаем, мы попадаем в это Tamagotchi. Отмечу, что при этом игра также будет продолжаться. Добавление виджета зависит от модели телефона и от вашей прошивки. Почему-то в данном случае на HyperOS он у меня не загружается. Хотя в нашем телеграм-канале я знаю, что люди писали, у кого-то и на HyperOS все это работает вместе с виджетом. Друзья, пожалуйста, отпишитесь здесь в комментариях, либо в нашем чате телеграм-канала, работают ли у вас виджеты. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на этот канал, на наш телеграм. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.